Привет, друзья! Сегодня вместе с вами приготовим очень вкусное домашнее мороженое. Для него нам понадобится всего лишь 3 ингредиента и чуть-чуть времени. А в итоге мы получим очень вкусное, домашнее и, главное, натуральное фисташковое мороженое, которое идеально подойдет для летних вечеров. И если вы готовы, то, как всегда, следите за руками и поехали! Начнем с основы нашего мороженого, и это, конечно же, сливки. Берите минимум 33% жирности, я взяла 35%. Почему жирность это так важно? Насколько она будет выше, настолько хорошо будет сбиваться ваши сливки и будет держать форму. Если вы возьмете ниже процентовка жирности, к сожалению, они не собьются и вы получите жидкий крем. Также очень важно, чтобы ваши сливки были холодные, прям с холодильника. Запомните, что теплые сливки, к сожалению, не взбиваются, а могут просто расслоиться. Теперь мы их добавляем в миску и начинаем работать с миксером. Когда мы увидим, что они чуть-чуть вначале увеличиваются в объеме, мы будем приступать к второму ингредиенту. Начинаем взбивать сначала на низких оборотах и потом постепенно будем их увеличивать. Когда наши сливки чуть-чуть увеличились вот так в объеме, мы приступаем к нашему следующему ингредиенту, и это сахар. В данный рецепт я использую сахарную пудру, потому что она хорошо разойдется во сливках и не оставит никаких комочков. Тоже очень важно соотношение жидких ингредиентов с соотношением сахара. Оно должно быть где-то 20 до 25%. Если вы используете меньше сахара, то ваше мороженое станет очень-очень твердым. А если больше сахара, скажем 25 и выше, то может быть ваше мороженое вообще и не застынет. Поэтому со сахаром нужно быть аккуратным, так как она влияет не только на вкус, а на структуру вашего мороженого. Добавляем. Наше мороженое практически готово. Смотрите, пики уже есть. И чтобы мы получили вкуснейшее домашнее фисташковое мороженое, конечно же, нам понадобится фисташковая паста. У меня 100% фисташковой пасты без никаких добавлений. Без ванили, без сахара, без ничего. Просто 100% фисташки. И чтобы мы получили максимально вот это, знаете, вкус фисташкового мороженого, она должна быть в соотношении с мокрыми ингредиентами где-то 15-17%. Добавляем. И все размешиваем до однородности. Наше мороженое готово! И сейчас мы его накрываем пленочкой и оставляем как минимум на 6 часов в морозилке. Наверное, вы слышали, что чтобы получить максимально кремовую консистенцию, там каждые 30-40 минут нужно его перемешивать. Но можно его перемешивать, если в нем есть большое содержание типа воды. Так как у нас очень жирная консистенция, нам не понадобится это делать. Поэтому мы просто его так оставляем, и через 6 часов мы с вами встретимся. Наше мороженое наконец-то готово. Оно находилось в морозилке где-то около 12 часов. Оно идеально замерзло, и сейчас нам нужно ложечку окунуть в горячей воде. Так она нагреется, и нам будет легче формировать наши шарики. Ну, собственно, пошлите посмотрим, как оно будет смотреться.
Наше фисташковое натуральное домашнее мороженое готово. Посмотрите на него, посмотрите вот этот замечательный легкий зеленый тон. Это все натурально. Сейчас я хочу его попробовать по традиции. О, хорошо. Фисташка офигенно чувствуется. Текстура мягкая. То есть вы сразу ложите, и сразу мороженое где-то пропадает. Это очень вкусно. И главное, 100% натурально. Поэтому, если вы любите мороженое, вы любите экспериментировать и готовить дома, то обязательно попробуйте его сделать. И я уверена, оно вам очень понравится. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то ставьте лайк. Если нет, дизлайки. Для нас это очень важно. И увидимся с вами в новое видео. Пока!